So we're changing gear a little bit right now. Перейдем на другую передачу сейчас немножко. So what we have done during the last couple of months is basically show you on how to run the model, starting with potential production, water limited production, and now nitrogen limited production. Что мы делали на протяжении этих 2 месяцев? Мы обсуждали, анализировали, смотрели, как можно моделировать различные ситуации. То есть это как можно моделировать потенциальную урожайность, производительность культур, как она может меняться в зависимости от водной обеспеченности или питания и азотного питания. So now we need to talk a little bit about model evaluation and experimental data required for you to evaluate a model. Ну а сейчас настало время поговорить о том, какие данные требуются для моделирования и каким образом мы можем оценивать или валидировать модель. So there are different terminologies floating around when people work with models. Sometimes people talk about model calibration. Some cases people talk about model validation. But I would like to keep it to general terminology, what we refer to as model evaluation. Дело в том, что, в общем-то, разные специалисты используют различные термины. Кто-то говорит валидация, кто-то говорит калибрация модели. Но я предпочитаю оставаться или использовать самые общие термины, и поэтому в нашем кругу, скажем так, или я буду использовать сейчас термин model evaluation или оценка модели. So in the simplest way, as shown here on this slide, really, we mean with model evaluation that we're comparing the model simulated data with some type of measurement. That shown here could be field measure data, but also could be data from farmer's field, or could also be observation from larger areas. Что это такое? Это, в общем-то, сопоставление результатов моделирования с какими-то полевыми данными. Это могут быть либо наблюденные, то есть измеренные переменные, параметры переменных состояния, либо взятые, то есть полученные на основании исследования образцов, либо взятые из каких-то глобальных источников. Dr. Hugem, I'm sorry, in show mode. It isn't show mode. Yeah, it's in presentation. That's what did I mess up? Is it better now or not? Yeah, thank you. That's it. Apologies. I'm not doing too well this morning. So what we're really after is ultimately to demonstrate that a model works well for the area we're trying to predict for, or for a particular question we're trying to address. That's the ultimate goal. Самая главная цель оценки модели – это, конечно, продемонстрировать или удостовериться в том, что модель максимально достоверно демонстрирует ситуацию, например, для какого-то участка, для региона или по какому-то определенному параметру, который нас интересует. So we know that ultimately we're trying to predict yield, but still we want to apply the model, say what we show in Cheryl's presentation, for instance, for irrigation management or nitrogen management. То есть, конечно, в конце концов нас интересует производительность, урожайность, но, как в своей презентации говорила госпожа Шерил, модель может нам подсказывать какие-либо изменения, например, в агротехнических мероприятиях, то есть в мероприятиях по управлению полем. So then that means that we need to especially pay attention to the processes or the variables we're trying to predict. So we might be interested in predicting response to irrigation and just water deficit, as again we saw in Cheryl's presentation. И поэтому очень важно оценивать качество или достоверность моделирования, потому что, как опять же госпожа Портер в своей презентации показывала, это может нам, модель может нам давать информацию о различных процессах, связанных, например, там, с азотным питанием, или когда и сколько поливать.
Or we might be interested in using the model to provide a recommendation on when the farmer should plant. So in that case, we need to specially evaluate the sowing date predictions of the model. Или, например, нам нужно разработать какие-то рекомендации фермерам по поводу даты сева. И, соответственно, нам нужно, чтобы модель достоверно отображала именно эти процессы. In the previous presentation, we also saw the response of the model to different levels of nitrogen fertilizer. So if we're interested in using the model for fertilizer recommendation, then again, we need to look at simulations associated with nitrogen accumulation, nitrogen uptake, or nitrogen leaching. Ну и вот как мы в первой части нашего сегодняшнего занятия видели, модель может реагировать по-разному на разное количество азота. И если, например, нам нужно понять, да, как происходит, сколько требуется азота, нам нужно, чтобы модель достоверно отражала разные процессы, которые с этим связаны, как, например, там, дренаж или вымывание, или абсорбирование азота. So we know that the model has quite a few variables that we can predict. And again, we saw some of that in the previous presentation. So we could look, for instance, at leaf mass, stem mass, or root mass. Мы также из предыдущей презентации видели, что модель может симулировать или моделировать различные переменные, например, листовую массу или массу стебельной части или корневой части. Or we can look at how well the model predicts soil water content, or for instance, root leg density, which by themselves are quite more challenging measurements to take during a growing season or obtain from a farmer's field. Или, например, также модель может нам давать представление о том, как изменяется водный баланс в почве, или, например, как изменяется плотность и длина корневой системы по уровням. We saw also in the previous presentation by Cheryl that we were looking at some of the what we call the rate processes. So we saw daily transpiration, daily soil evaporation. So the model predicts these, so we could also then evaluate the predictions of the model with some type of observations associated with these rates. Мы также видели в презентации госпожи Шерил, что модель может прогнозировать различные, то есть прогнозировать скорость протекания различных процессов. So with respect to the evaluation of the model, we have what we call different levels. So we can look at, depending on the type of data we have available and the amount of data we have available, we can go all the way from what we call informational testing, when we have a minimum amount of data available, to very detailed model calibration, maybe even development, when we have maximum or detailed information available. Что касается самой оценки, то она может проводиться, скажем так, на разных уровнях или с разной степенью глубины и детальности. Первый уровень, когда у нас данных недостаточно много, этот уровень называется так называемым информационным тестированием. Второй, когда у нас уже побольше данных, мы можем посмотреть, оценить, насколько достоверно демонстрирует себя модель. И третье, когда у нас достаточно зданий, мы можем либо разработать, либо доработать существующую модель и провести ее калибрацию. So for informational testing, of course, we need to have at least sufficient information to run the model, and you should be familiar now with the weather data that are required, the soil data that are required, and the crop management. The genetics we'll address hopefully in a future lecture. And then some of the basic information we would need would be at least yield, and what we refer to as the yield components, which would be the number of grains or seeds, seed size, and some other variables.
На уровне информационного тестирования, в общем-то, нам нужны просто данные вводные или входные данные для того, чтобы прогнать модель, запустить ее. Ну, и мы уже с вами говорили о данных метеорологических по погоде, данных по почве, данных по агротехническим мероприятиям, по генетике мы поговорим чуть позже. Ну и самое главное, это данные по урожаю или, если точнее сказать, компонентам урожая. То есть это, например, размер семян, количество семян, процент биомассы оболочки, шелухи. Yes. So what you see here is one of the time series graphs, something very similar you saw also in Cheryl's presentation, but here we're looking at predictions of maize. Again, we see the time series data, but also now we see some observation data points, and we can see that in some cases the lines, which correspond to the simulations done by the model, don't match the observed data points. So then the question is, why does the model underpredict or overpredict some of these data points? Здесь вы видите график моделирования урожайности по кукурузе, и, в общем-то, эти графики уже нам Шерил показывала. Единственное отличие состоит в том, что вот этими точками, это у нас цветные квадратики и треугольнички, обозначены точки или даты сбора наблюденных данных. Так вот, цель оценки модели как раз-таки состоит в том, чтобы понять, почему модель либо занижает, либо завышает показатель. So what you see also here on this slide is quite a few data points which have been collected during the growing season, and we realize that in your environment it might be very difficult to obtain this type of data collection. So this is not necessarily a requirement for model evaluation, but could be very helpful to understand why the model is unable to predict a final yield or final yield component. И, как видите, здесь на графике достаточно много таких точек, то есть дней, когда собирались наблюденные данные, и мы понимаем, конечно, что в ваших условиях, может быть, так часто вы не сможете, или специалисты не могут собирать полевые данные. So here's another graph. This is what we refer to as the harvest index. So harvest index is the ratio between yield and total above ground biomass. And we can see that for the red data points for a particular treatment with irrigated low nitrogen, the model doesn't do a very good job in simulating those data points. So we can look at the end of season data points, which show here as a circle, that the model doesn't do very well, but also during the growing season, the model doesn't predict those data points very well either. Здесь на этом графике вы видите данные, то есть моделирование урожайности по культуре. И опять же здесь отмечены точками даты, когда собирались наблюденные данные. Мы видим, что модель совсем недостоверно отображает ситуацию по индексу урожайности при условиях полива. Но в конце вегетационного сезона как первый, так и второй график мы видим, есть разбежка между смоделированными и с измеренными данными. Так вот, вопрос при оценке, почему это происходит. So to go back to the amount of data then required for model evaluation. So in the previous slide, I showed you a lot of data points. And again, these are probably not available for your conditions in Central Asia. So we would like to go back to the minimum amount of data we really like to see for evaluation of performance of the model. So again, it would be the inputs we talked about earlier. We also would like to look at what we call some of the critical dates during the growing season, which we see changes occurring. One would be when flowering occurs, and one would be the maturity dates. And then we'd like to see some information on at least final yield, seed size, and seed number. И немножко вернемся к данным, то есть к минимальному
количеству или минимальным данным, которые нам необходимы для оценки модели, о которой мы говорили. И вот помните, я упоминал о том, что, может быть, в условиях центральноазиатских стран специалисты не могут так часто выезжать на поле и производить измерения, которые необходимы для получения вот этих наблюденных данных, но в любом случае какой-то уровень минимальных данных необходим для оценки моделей, и это, в частности, погодные данные, данные по почве, некоторые критические даты, как, например, дата начала цветения или, например, созревания, ну и данные по конечному урожаю, то есть общий урожай, размер семян, если мы говорим о зерновых, и, например, количество семян. And then for the more intensive sampling, as shown here on this slide, again, we would need the minimum information to run the model. We like still to see the yield and yield components. Then during the growing season, once a week, once every 2 weeks, we like to have information on what we call the stages, number of leaves on the main plant, when flowering occurs, the reproductive stages, some information on biomass, leaf and stem weight, and preferably also some information on numbers, either number of ears, number of seeds, and number of grains, and how they change over time. Ну и для наиболее глубокой калибрации, оценки, а также доработки модели требуются в первую очередь те же данные, которые минимальные у нас были, да, то есть это метеорологические данные, почвенные данные по агротехническим мероприятиям, по генетике, плюс данные по урожаю и компонентам урожая. Ну и еще требуется отбор или произведение замеров и сбор данных с небольшим интервалом, где-то 7-10 дней, например, по вегетативным и репродуктивным фазам развития растений, также по количеству и массе, например, листьев, стеблевой части, когда уже появляются стручки или зерна, по их количеству и массе и так далее. So the other issue you might have in many experiments that we have some type of pest or disease or even weed that occurs, and this also could affect how the type of data we collect, the accuracy of the data. And when we use that for comparison with model performance, then we need to be aware that the model currently does not deal with pests and diseases, thus we need to record these pest problems in the field over time. Также еще одним важным фактором является сбор данных по заболеваниям растений или по вредителям. Мы знаем, что это может достаточно существенно влиять на урожайность, на ситуацию на поле. Так вот, для того, чтобы модель правильно учитывала это все, потому что также бывают случаи, когда проблемы с заболеваниями и с вредителями не являются основным фактором. Чтобы модель могла все это уловить, нам в том числе нужно собирать и данные вот по сорнякам и вредителям. So we have a little bit of what we call a systematic approach to calibration. We prefer that, first of all, the treatments that we use for model calibration, so that's a comparison of the simulated data with the observed data, are done with treatments that show no stress. It means sufficient water, sufficient nitrogen, hopefully no other fertility factors with respect to the other nutrients, and hopefully also good insect and disease control. Опять же, что касается самой калибровки, существует так называемый системный подход, то есть для калибровки модели используются опыты с минимальным внешним стрессом. Что имеется в виду? То есть, что условия нормальные для развития растений, для работы модели, то есть есть достаточное количество воды, достаточное количество азота, нет очевидных других каких-то факторов, которые отрицательно влияют на развитие растений, и производится надлежащий контроль и меры по борьбе с вредителями и сорняками.
This especially relates to when we're trying to calibrate for the genetic coefficients, which is associated with the difference in cultivars, varieties, or hybrids, which we'll talk about in the next session. И это особенно важно, когда мы производим калибровку модели с целью анализа и сопоставления урожайности или поведения различных культиваров, сортов, то есть в зависимости от различных генетических характеристиках. Об этом мы поговорим чуть позже. So we also then have then going on from the previous slide, we go for what we call steps. So we like to start with the calibration of the model, where we just look at crop development, which is comparing the simulated flowering date with the observed flowering date, or comparing the simulated maturity date with the observed maturity date. И процесс калибровки имеет несколько фаз. Первая из них – это калибровка по уровню или калибровка по развитию растения. То есть здесь сопоставляются реальные метеорологические данные с моделированной датой, например, начала цветения или начала созревания растения с теми же самыми данными, но уже смоделированными. Then in step 2, we would like to concentrate on how well the model predicts dry matter accumulation, including leaf weight, stem weight, and also, for instance, leaf area index. Вторая фаза – это калибровка по аккумулированию, по накоплению сухого вещества. То есть то же самое, это у нас общая биомасса растения и масса компонентов, а также индекс листовой поверхности. And then finally, at the end, we calibrate on yield. So we don't start with yield, but we end with yield, and we also look at the yield components. И третья фаза заключительная – это калибровка по урожайности и по компонентам урожая. То есть, видите, мы не начинали с урожая, а заканчиваем урожай. So again, we have this logical order, including some of the statistics, and I will skip over this and we'll spend some more time about this during the next presentation. Здесь на этом слайде представлено, скажем так, краткое описание всех этих фаз, в том числе работы со статистическими данными, но я это пропущу, и мы потом к этому вернемся. So what I want to move on to, because we're running a little bit out of time, is how we're actually going to create files that allow us to compare simulated data with observed data. Ввиду нехватки времени я сразу перейду к тому, как создавать файлы, которые позволяют нам оценивать достоверность модели. So we have what we call 2 crop measurements files. So you're hopefully now familiar with what we call file X, which is the experimental crop management file. Associated with this, we have what we call a file A, which shows the end of season data, for instance, yield, the yield components, and the phenology data. And then we have a file T, which relates to time series data. Так вот, вы уже, я надеюсь, достаточно хорошо познакомились с содержанием файлов файл X, то есть это наши экспериментальные файлы, где содержатся данные по моделированию, но есть еще 2 важных типа файлов. Это файл A, в котором содержатся различные данные по измерению по растениям, то есть это различные фенологические данные, которые замеряются в начале сезона, потом выводится в конце сезона, выводится средний, и файл T файлы, в которых содержатся данные в виде временных серий данных. So again, the main purpose of these files is that we have a mechanism that we can compare the simulated data with the observed data, as referred to here, as for calibration and model evaluation. Единственная цель, для чего существуют эти файлы, это наличие механизма, который позволяет нам сопоставлять наблюденные данные с реакцией
модели. So this becomes a little bit challenging because unfortunately the headers we have for these files are very short and very cryptic, and they're also abbreviation of English terminology. And I understand that especially for you as a group, when you don't speak English very well, this could be difficult to understand. Ну, здесь, скажем так, начинаются небольшие сложности, потому что сам вид, в котором представлена информация, видите, это такие, то есть в числовом виде, в очень таком кратком, сжатом виде. Плюс, если и встречаются какие-то буквы и слова, то они соответствуют английским терминам или их сокращенной форме, что, в общем-то, насколько я понимаю, не все из вас свободно говорят по-английски, и это может представлять проблему. So what we're looking at here is an example of a file A, which stands for average performance for individual treatment. And the block on the bottom shows actually the data for an experiment for peanuts that was irrigated. The variety was flow runner. And we see the data for treatment number 1, which is TRNO. And the first variable header, HWHM, is harvest weight at maturity. Can you stop there? Yeah, I'll stop. И вот перед вами один из таких файлов A. В нем содержатся данные по среднестатистической или среднему поведению, даже не поведению, а средней достоверностью каждого опыта. Значит, здесь у нас данные по одному из опытов по арахису, вид FlowRunner, и внизу две строки, значит, первая из них у нас буквами отображается и нижняя цифрами. Could you repeat this TRNO? So TRNO means the treatment number. Например, вот вы видите 4 буквы. TRNO – это номер опыта, treatment number по-английски, поэтому и такие буквы. So then the second header stands for harvest weight at maturity. Дальше вторая колонка HWAM по-английски. Это у нас harvest weight at maturity, то есть масса урожая в момент созревания. And if we go further down the list, we see something called LAIX, that is the maximum leaf area index during the growing season. И дальше несколько колонок. У нас такая колонка, которая называется LAIX. Это максимальный индекс листовой поверхности в течение всего вегетационного сезона. If we go further down the list, we see ADAT, that means anthesis date or flowering date. И вот еще у нас такая есть колонка здесь, ADAT. В ней отображаются данные по дате начала цветения. And then the one next to it, MDAT, means maturity date. So that's the date the crop is actually mature. Следующая колонка MDAT. Здесь отображаются данные по дате созревания растения. And all these headers are defined in a file called data.cde, but unfortunately this file is in English. Все вот эти расшифровка всех названий колонок представлены в специальном файле data.cde, но, к сожалению, опять же, все, что там написано, все по-английски. So the next one is file T. So this is for time series data. So these are the data collected over time. Следующий тип файлов – это файл T. И, как я уже говорил, это файл, который содержит в себе динамические, то есть временные серии данных. The only difference is that we can see here on the left, we still have the treatment number as the first header, but the second header now shows a date starting with a 2-character year, which are the last 2 digits of the year, followed by a day of year number.
И, в общем, что касается первой колонки, здесь то же самое, что и в первом виде с файлами A, когда мы говорили. TRNO означает номер опыта. Дальше следующая колонка date, по-английски это дата. И дата представлена в обратном порядке. То есть первые две цифры это год, в данном случае 76-й. Потом 14-е, 14 is the actual date, and the last one is the month, or. No, sorry. The 76 is the year, so that's the Yes. year 1976. 147 is what we call the day of year. For Okay, I'm sorry. Yes. И здесь не дата, последние три цифры 147 это не дата, а день, 147-й день в году. So then the next column to date is LAID, which again is LAI is for Leaf Area Index, and now D stands for daily data. Значит, следующая колонка LAID – это данные по индексу листовой поверхности, но уже с привязкой к определенному дню. So, and we'll get to some of the other ones during the actual exercise, so I'll move on. Ну а со следующими мы разберемся по ходу, когда будем делать упражнения. So during the simulations, we have seen this table. This is one of the output files we refer to as the overview.out file. Вот такие файлы вы уже видели, когда мы проводили моделирование. В нем содержатся данные, общие данные по эксперименту или по опыту. So we have the variable, we have a column of simulated data. Now you see with the red circle, the measure data. So the data you've entered in file A will actually appear in the column here under the measured data column. Первая колонка, где написано variable, это у нас переменные. Вторая simulated, соответственно, это смоделированные значения. И measured, это измеренные или наблюденные показатели. И вот именно те данные, которые вы внесли в файл A, они соответствуют третьей колонке. And again, I also want to emphasize that not all data required. So you can see here in the measured column that several locations where we have -99, that means we have missing data. И, как мы говорили, не всегда они есть или не всегда требуются все прям данные вот по всем строчкам. Вы видите, что в 4 позициях здесь значение -99, это значит, что данных нет. For the file T data, they actually will appear in the time series graphs we already seen earlier in the tool called gbuild with the data points. So these are shown here, a comparison between simulated and observed with the red and blue points. Что касается графического отображения, вы уже тоже сегодня это видели. Сплошной кривой отображаются смоделированные данные, а точками измеренные. The file that contains all these codes can be accessed from the shell shown here on the left top under the data header under codes. It will provide you with all the definitions. But again, I realize that all the definitions are in English. Что касается кодов данных, вот, о которых мы говорили, все разъяснения или расшифровку этих кодов можно получить в самой программе. Нужно только зайти из основной оболочки DSSAT в закладку Data, то есть данные, выбрать в выплывающем меню закладку Codes, коды, и выплывет файл. Там вы можете выбрать все вот эти коды, но, опять же, повторюсь, разъяснение, расшифровка представлена на английском языке. So the data we realize are collected in different formats. So they can be collected in ASCII files and Excels or even Fieldbox, which is a challenge. So we have a tool which we introduce you in the next minute that can actually be used to enter the data from the different formats into DSAT compatible files, file A and file T. Мы понимаем, что данные в разных странах, в разных условиях собираются в различных форматах. Это может быть как ASC,
файлы или Excel, или даже записанные вручную, да, такие полевые журналы. Так вот, у нас есть специальное приложение, которое позволяет унифицировать и привести все данные, любые данные в вид, который может быть который система DSAT воспримет. So the tool will allow you to deal with differences, for instance, in the units of measurements, in the dates. You might have collected data or reported data, commas and space, etc. And we know that the DSAT model is quite strict, so the tool ATCreate will help you put the data in appropriate format. Это файлы, то есть те, которые воспринимает система, это как раз-таки файл T, да? Так вот, приложение называется ATCreate, и так как система DSAT достаточно строго, скажем так, относится к данным, которые в нее загружаются, приложение позволяет, во-первых, если там где-то запятые лишние, например, в каких-то данных есть, которые система не воспринимает, их убрать или привести, например, все к единой номенклатуре единиц измерения. So as I said, ATCreate will allow you to enter data from different formats using spreadsheet, database files, delimited files, CSV files. Also allows you to create even multiple sections, and is actually a way to self-document some of the data you've collected over time in your experiments. И, как я уже сказал, это приложение ATCreate позволяет вам собирать и аккумулировать в этой базе данных любые файлы в любом виде, в том числе с какими-то делимитирующими маркерами, как то пробелы, запятые, и также позволяет создавать различные секции, разделы, туда вносить какие-то комментарии. So what I'll do here, I will stop because we're running a little bit out of time because